Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски и новых гостей. Конечно, я много читал в комментариях о том, что нужны эксперты из Беларуси. Юрий Воскресенский прямо сейчас на связи, известный политолог, общественный, политический деятель. Юрий, приветствую вас. Доброе утро, Александр и уважаемые зрители. Ну, вы знаете, Беларусь стала таким центром мира внезапно. Сразу после, собственно, да, вот встречи на Аляске и во время этого, и вот в этот период мы увидели, что американцы заинтересованы в Беларуси, даже часть санкций сняли. Беларусь отпускает так называемых политических заключенных. Почему так называемых? Потому что там очень интересные кейсы. Если что, коснемся этого момента, потому что, ну, опять-таки, да, то есть политические заключенные, Трамп очень хорошо отзывается о Лукашенко. И ввиду этого очень интересно, как выглядит Украина со стороны Беларуси. Почему? Потому что вот если, к примеру, взять карты Deep State, ну такие традиционный ресурс, где все смотрят продвижение линии фронта, там есть определенные пункты отмечены, да, и на территории России, и на территории Беларуси. И там подписано «Самопровозглашенная Беларусь». Президент Беларуси Александр Лукашенко у нас просто Александр Григорьевич, то есть не называют. В старой повестке действует Украина, в политической повестке. То есть по итогам вот этого неудавшегося госпереворота в Беларуси. И, собственно, это бросает тень на вообще дальнейшее действие и там мирное урегулирование как таковое. Вместе с этим Беларусь последовательно ведет политику и о боги, добилась того, что Соединенные Штаты Америки теперь получают окно в Россию через Беларусь. Об этом все говорят аналитики. Как вы думаете, украинский вопрос сейчас окончательно отходит на второй план в отношениях с американцами? Я имею в виду белорусскую сторону и, ну, Беларусь как часть союзного государства с Россией. Ну, вы знаете, такой вопрос, вопрос, связанный с Украиной, конечно, на встрече с президентом стороны обсуждали его, но прежде всего интересуясь мнением главы государства. Никаких претензий в отношении Беларуси в связи с тем, что она якобы участвует и является соагрессором, американская сторона не высказывала. Но, конечно, президент Лукашенко добился очень серьезного, я бы даже сказал, сенсационного успеха, потому что мало, наверное, руководителей стран, которым вот так бы спокойно звонил президент Трамп, чтобы посоветоваться, например, перед визитом и перед встречей с президентом России. А именно президенту Лукашенко он звонил, летя в самолете на Анкоридж. Значит, я предполагаю, что мотив американцев был исключительно подобрать ключики к попытке урегулирования вот этой российско-украинской проблеме, назовем ее так. Потому что представить, что американцы такие сердобольные, что им интересно наши так называемые политзаключенные в количестве 1300 человек, особенно после того, как, например, в одном из ближневосточном регионе убито 65 тысяч женщин и детей, а ранено и искалечено 165 тысяч мирного населения. И как бы ничего в сердце наших, так сказать, американских партнеров не щемит, а тут им защемило за 1300 хулиганов, которые сидят в белорусских тюрьмах, ну, конечно, это представляется маловероятным. Поэтому мы в Беларуси прекрасно понимаем, что главная цель вот этой попытки так называемого потепления, это было подобрать ключи к Кремлю. Все-таки президент Путин рекордное количество раз встречался с президентом Лукашенко, и, конечно, наш президент может дать очень ценные и дельные советы, что и было сделано. Ну, а вторая часть мотивировки американских наших коллег, или как сейчас можно уже говорить, партнеров, значит, так как президента США сразу же принялись критиковать либеральные СМИ,
как в Америке, так и за пределами, он предоставил конкретные факты решения положительного вопросов. Вот, дескать, говорит, вы за 5 лет ни одного не освободили, а я приехал, и уже десятки человек на свободе. Не приехал Вот еще, надо решать приедет, вопрос. скорее всего. Мы надеемся, по крайней мере, президент Беларуси его пригласил, и под Минском уже построено и в экстренном порядке улучшаются его потребительские свойства гольф-поле, соответствующее для того, чтобы принять, да, президента США и всю его команду. Значит, и бывший губернатор одной из областей сейчас возглавляет ассоциацию гольфа вот, в Беларуси. Вот. Поэтому мы все нацелены на резкий всплеск роста интереса к этому виду спорта после визита президента США. Я вчера Поэтому в прямом эфире у себя рассказывал, как Киевская областная больница тоже гольф-поле строит. Причем выделили там 45, ну, миллион долларов выделили. А благоустройство территории, газон, все остальное, знаете, вот когда гребят взрывы, когда, в общем-то, война не заканчивается, а только, кажется, обостряется, самое время, что называется, да, поэтому, знаете, вроде как гольф один, да, а поля разные, тут тоже нужно, скажем так, соотносить, что к чему. Я все-таки хотел бы понять, и это принципиально важный вопрос. Украинцы в подавляющей своей, ну, скажем так, массе, благодаря, понятно, работе там телемарафона, благодаря вообще вот этим первым дням вторжения и когда войска российской армии были под Киевом, а, плохо относятся к Лукашенко, к власти, к белорусам. Белорусам не народу, а белорусам имеется в виду там элитам, да, что. И вот здесь главный же вопрос потепления с американцами. Вы говорите, ключи к Кремлю, окей. Ну так, а Беларусь сейчас, вот как бы вы ответили на вопрос? Она особняком или все-таки союзное государство? То есть вместе или по отдельности? Потому что, понятно, обида за то, что с территории Беларуси зашли и подошли к Киеву российские войска, и ну, на это отвечал и Лукашенко в свое время, то есть мы помним, она все равно вызывает легкое недоумение, мол, как так? Да, то есть самопровозглашенный президент, республика самопровозглашенная. Даже Зеленский, я помню, ручкался с Тихановской когда-то, ну вот был, когда только начал выезжать по Европам, к Байдену и так далее. А, Как вы оцениваете связь России и Беларуси сейчас? Насколько, вот вы это применили термин соагрессор, да? Ну, в принципе, этим все сказано. Однако здесь же очень важный момент. А, Насколько там Беларусь не такая, как Россия в отношении там, целей и задач в Украине, а насколько полностью солидарна с Кремлем и Путиным? спасибо, это очень хороший вопрос. Когда-то президент Беларуси сказал, что белорусы– это русские со знаком качества. Мы соединены с Российской Федерацией практически пуповиной. Мы соединены с ней ментально, духовно. И когда мы наблюдаем вот за всем тем безумием, что происходит в Украине, когда мы наблюдаем все эти издержки криворожской дипломатии, вот этот детский сад, когда они называют с маленькой буквы, пишут там нашу страну или президента, или оскорбляют наш народ. Мы же это прекрасно все наблюдаем в сети, как они говорят. Вот сейчас мы мяско поджарим, а потом и картошечкой займемся. Так вот, я хочу сказать, что разных взглядов в Беларуси есть люди, конечно, но и даже самые упоротые националисты, они у нас и то государственники. Они говорят свят, свят, свят. Это не дай бог, чтобы такое произошло, как сейчас произошло при руководстве вот этой группы профессиональных, но не этнически украинцев. Потому что даже, извините, Ющенко Виктор Андреевич свой первый визит начал с визита в Москву. И даже когда страну возглавлял Порошенко, не было такой дичи, потому что у него было хоть какое-то понимание
о дипломатии. Хотя, конечно, многое из того, что мы сейчас наблюдаем, это заложено в период правления Порошенко. Поэтому мы прекрасно понимаем, продолжая ответ на ваш вопрос, что американцы вот таким контактом хотят запустить хоботок к нам, как они запустили и запускают во все постсоветские республики. Вот, значит, в Албанию, да, как сказал президент Дональд Трамп, говоря про Азербайджан и Албанию. Вот, значит, в Молдову, в Казахстан, в Среднюю Азию. Сейчас Ми-6 и очень усиленно набирает специалистов со знанием среднеазиатских языков. Это определенный сигнал, вы понимаете. Но оторвать Беларусь это просто бесполезно, потому что вся элита абсолютно, весь политический класс и практически тотальное большинство белорусского народа считают и осознают себя единым целым с русским народом. И, конечно, мы испытываем еще дополнительно очень большую боль, смотря на то, во что превратились украинцы, во что эта публика античеловеческая во главе с господином Зеленским превращает наш братский украинский народ. И мы видим выход, если продолжать наш диалог, вот, и наверняка вы зададите вопрос по поводу выхода из всей этой ситуации. Конечно, очень импонирует позиция вашего ключевого спикера, господина Арестовича, который во всех этих перипетиях разобрался и сейчас говорит, что никто лучше не гарантирует безопасность, суверенность, значит, суверенитет Украины, чем Российская Федерация. Никто не сможет лучше в том мире, который нам предстоит увидеть, гарантировать эту безопасность и суверенитет. Как бы это абсурдно не звучало для тех, у кого по-прежнему на голове кастрюля. И мы прекрасно понимаем, что и поддерживаем тезис, что мы три народа одной вот веточки или три ветви одного дерева. И нам очень больно наблюдать за тем, как вот эта узкая группа, значит, профессиональных украинцев, среди которых все, кроме украинцев, от Арахамии, Алаяна до Умерова, и примкнувшие к ним небольшая кучка активистов-западенцев, как она загоняет страну в средневековье. Нам это очень больно и обидно. И мы, несмотря на то, что у нас единая позиция внешняя с Российской Федерацией, обратите внимание, что мы все время, в том числе устами президента Беларуси, призывали к мирному урегулированию. Мирное урегулирование, которое можно сделать в очень сжатые сроки. И президент Трамп, когда говорил, да я остановлю войну за один день, он действительно мог бы остановить за один день, если бы было желание украинского правящего класса. Ну просто прекрати издеваться над людьми, которые говорят на русском языке. Это большинство украинцев, чтобы вы там нам не втирали через марафон. Но прекрати захватывать церкви, верни все, что украл. Но выпусти политических заключенных. Украина ныне лидирует в мире по политическим заключенным. Но верни многопартийность, зарегистрируй или дай работать возможность обратно журналистам. Но пойди в одностороннем порядке на выход на границы, которые сейчас, к сожалению, зафиксировались в результате вот соответствующих решений Российской Федерации. Ну выйди, но все равно ты туда выйдешь. Все равно ты там окажешься. Мы смотрим карту, в том числе с украинских источников, таких как Deep State, да, ну все ж понятно. Ну через год, два, три, ну ты положишь еще 1 миллион людей. Но мы прекрасно понимаем, и да, я думаю, что у Трампа была, как у здравого человека, такое же предположение, как договориться. Но дело в том, что украинский режим недоговороспособный. Это режим, который поставил в основе своей идеологии человеконенавистничество и преследование, в том числе собственных граждан. В этом вся проблема. Поэтому пока Зеленского режим не будет низложен,
Ничего не будет. Никакого мирного соглашения и мирного договора. А что произошло с Зеленским? Ну, так они вроде как по-дружески с Лукашенко были, ну, в самом начале, помните, 19-й год, чуть-чуть 20-го, там, понятно, ковид, это все, ну, как бы, ну, это мировой шухер, назовем это так, да, эту пандемию. Но по большому-то счету должен был ехать, собственно, на форум, да, то есть и в Беларуси, и Лукашенко в Житомирской области. Собственно, в принципе, все было хорошо, и что-то произошло, какой-то щелчок произошел. Вот сейчас, оглядываясь назад, как вы это оцениваете? Что именно? Вы знаете, действительно, у нас очень многие задаются этим вопросом, потому что его-то поддержали 73% украинцев как пророссийского кандидата. Вы помните, тогда все националистические силы на Украине сплачивались вокруг Петра Алексеевича. Но даже Петр Алексеевич Порошенко был абсолютно, как бы по сравнению вот с этой криворожской копией, был абсолютно нормальный, потому что у нас с ними, с Украиной был товарооборот 7 миллиардов долларов. У нас не было никаких санкций. Мы спокойно общались со всем окружением Порошенко. Не буду перечислять фамилии, приезжали они здесь сюда и выпрашивали всякие квоты, да, всякие вопросы, связанные с удобрениями, да, с азотными, калийными. Мы шли им навстречу. Хотя часто это было нам невыгодно, ну, чтобы люди подзаработали, да, и тем самым, может, и укрепились еще больше наши отношения. Но то, что произошло с Зеленским, не укладывается в голову. И, наверное, это целый ряд факторов. Конечно, прежде всего, это коррупционная составляющая, прежде всего. Значит, второй момент – это амбиции. Все-таки у него видно и по физиогномике, и по его речам патетическим, что он считает себя великим, величайшим историческим лидером. Поэтому решил переплюнуть Бандеру, Мазепу, значит, и других деятелей украинского националистического движения вместе взятых. Ну, конечно, западные партнеры его подговаривали, ему втирали в уши через заказные публикации. Это новый Черчилль, это, значит, Наполеон старый, да? Возможно, как человек творческий, как актер, его торкнуло. Его торкнуло. Ну и вы знаете, я не буду, никогда не слушал ни российскую, никакую иную пропаганду, да, но вот у меня есть друг, который был в Белорусской ассоциации КВН. И он мне рассказал, что когда 20 лет назад приезжал сюда господин Зеленский с своими друзьями, они тогда уже приносили косячки и предлагали по кругу, как они говорили, пыхнуть. Он говорит, тогда это было. Он тоже говорит, я не слушаю ни Соловьева, ни Киселева, но он тогда уже садился на эти тогда еще легкие наркотические средства. Вы знаете, Александр, это нельзя сбрасывать со счетов, потому что вот это преображение вроде от слуги народа в слугу уродов, а ныне он и таким является марионеткой коллективного Запада и фактически осуществляет геноцид украинского народа, вот это преображение, наверное, можно объяснить целым рядом факторов, но в том числе с физиологическим изменением в какой-то коре, простите, головного мозга. Потому что это совершенно другой человек. Вот они нам кричат, что Путин в холодильнике, это не тот Путин. Вот, даже господин Буданов, будучи главой серьезного такого ведомства, заразился вот этой криворожской дипломатией и рассказывает, что это не тот Путин. Так вот это точно не тот Зеленский. И, конечно, хотелось бы, чтобы вернули того, но миллион-то убитых и раненых уже не вернешь. Это да, и плюс еще есть такая история, знаете, уже настолько девальвирован образ, что, ну вот сейчас же многие там ищут какие-то пути, каких-то политиков, рассуждают о партии войны, партии мира. Я беру украинскую историю, украинский политикум. А на самом деле ведь произошло страшное с украинцами, как с народом, как
как это принято назвать, я не люблю это выражение, нация, да, не люблю. Но есть такой термин, да, политическая нация. С политической нацией Украины произошел достаточно серьезный перелом. Теперь даже если такой же условно Зеленский с таким набором Зеленского в 2019 году тезисов выйдет людям и скажет: люди, там, мы все украинцы, мы там в общем, то же самое. Конец эпохи брехни, вранья, да, конец эпохи бедности, экономический паспорт украинца. Сейчас ты вспоминаешь каким-то, знаете, так диву даешься. Так вот, если завтра условно появится кто-то, ну, условно там, кто там говорит, Усик, там, да, что-то в рейтинге включили, или любой там, не знаю, певец, актер, спортсмен вне политики, или какой-то политик, который там в политике, ему просто не поверят. Вот это вот страшно, что, потому что опыт уже был горький, и получилось-то все ровно наоборот. И гуляет это видео, там, вот Зеленский будет война, будет хаос, доллар по 45, так все произошло. Все точно так же и произошло. Юрий, я тогда вот как задам вопрос, очень, ну так, немножко провокационно даже вот так провокационно. Смотрите, россияне, получается, воюют. А почему Беларусь не воюет? Ведь откровенно, если отбросить все эмоции, ну там, о родственных народах, скажем так, этих моментах, включение или в белорусской армии, или, ну там, по-разному оценить, что там армия-то Беларуси, там, шапками закидаем. Ну, да, то есть, вот таким макаром, это так принято, такой стереотип. Но даже территория Беларуси, это, ну, простите, ее держали хоть и в напряжении, вот эту границу северную, но все прекрасно понимали, что если условно Россия предстанет в этой войне не как Российская Федерация, а как вот это вот союзное государство, соответственно, фронт будет не в политических лозунгах, вот у нас там фронт весь северный, мы там держим, а реальный фронт, то Украина, ну, Украина быстро падет. Получается, вот вы говорите, американцы подобрали ключик к миру, но по большому-то счету Беларусь, и это показали события 22 года, это ключик и к войне, и к военной, опять-таки, я отбрасываю все эмоции, военной победе над Украиной. Но мы видим, что Лукашенко становится, там, костьми ложится, бросается на амбразуру, но этого не произошло за эти 4 года. Почему? Украинский режим прежде всего должен благодарить президента Лукашенко за взвешенную, блестящую дипломатическую позицию. Позицию, которая позволяет сохранить какое-то окно возможностей и контактирование с нашим братским украинским народом после того, когда война закончится, а обиды некоторое время останутся. И, может быть, вы не сможете напрямую разговаривать с вашим противником, но мы можем разговаривать через такое посредничество. Это первый момент. Второй момент. Российская Федерация, и об этом не раз говорил президент Лукашенко, ни разу не обращалась за помощью к Республике Беларусь. Я не знаю почему. Даже к Северной Корее россияне обратились за помощью по зачистке Курска. К нам не обращались ни разу. Я хочу сказать, что позиция Лукашенко, она сейчас одна из самых либеральных в стране. Поэтому украинский режим должен быть очень аккуратный в своих выражениях и в возможных провокациях. Если вы обратили внимание, то никаких залетов дрона, каких-то там, значит, провокационных действий они не делают в отношении нас, мы это ценим, потому что в ином случае президент Беларуси это повторял не раз, и я вам скажу, что вот на прошлой неделе было совещание, на котором я присутствовал. Президент Беларуси сказал, что я читаю их сводки, и они пишут, что Лукашенко, простите, неадекватный, если провокационные действия будут, или если линии красные перейдутся, он отдаст соответствующую команду на поражение всеми средствами и силами, возможными и находящимися на вооружении белорусской армии, всех центров принятия решения. И это действительно так.
Если украинские нацисты попробуют только пощекотать нервы нам, вы увидите, что будет в Киеве. Это очень важный момент. И президент Беларуси все время об этом подчеркивает. Не трогайте нас, и мы не будем трогать вас. Вот. Но я вам скажу, что очень много белорусов, конечно, записываются в российскую армию только окольными путями, потому что у нас это не приветствуется, и даже есть соответствующая статья за наемничество. Потому что, ну, как бы с точки зрения государственных интересов, да, Лукашенко же государственник прежде всего. Он понимает, что нельзя втянуть в Беларусь в такую активную войну, в активную войну. То, что говорят, что мы там работаем на российское ВПК, это действительно так, да? Это всем абсолютно плевать, потому что, извините, более 50 стран и их вся промышленность работает на спонсирование украинского режима. Это не является участием в войне. А вот конкретное решение государственных органов, допустим, да, как принять участие вот, и направить своих военнослужащих, это будет квалифицироваться как развязывание войны. А нам это 100 лет не надо, потому что все-таки от любой войны есть всегда последствия. И мы готовы разговаривать даже с украинскими нацистами, чтобы не было, чтобы мы не втянулись в эту войну. Зачем нам потом это восстанавливать все? Зачем нам какие-то могилы, хоронить людей? Зачем нам эта рана, которая будет кровоточить долгие годы? Поэтому Лукашенко государственник. И как государственник он понимает, что войну не надо допустить. Я не хочу вспоминать 22 год, но я думаю, что умный человек всегда, который умеет анализировать, все прекрасно понимает про 22 год. Нас никто не спрашивал. Вот, я вкратце скажу. Поэтому, как выводились войска с учений, это, извините, мы узнали с такой же скоростью, как узнал украинский режим. Поэтому вот этот вспоминать нам 22 год, мне кажется, не совсем корректно. Вот. Надо думать, как выходить с этой ситуации. А с этой ситуации можно выйти, если бы тоже у руководства страны, у руководства нашей братской Украины стал государственник. Не вот эти временщики, в третий раз повторяю, никто из которых не является даже гражданином Украины. Извините, я с вами буду Да, спорить по поводу этого слова «временщики». Юрий, простите, пожалуйста, что значит «временщики»? Хрен выгонишь! Юрий, смотрите, уже и все конституционные нормы, они все, выборы, опять вот, никакие выборы, какие временщики? Они между собой там шутят в кулуарах, там, да, это лет на 30, на 20. А почему? А потому что, как ни крути, получается все равно такая же история. То есть, да, вот сколько Путин у власти, сколько Лукашенко у власти. Так и Зеленский тоже так хочет. Метод, правда, кровавый и немножко другой. Все там нормально, они не временщики, они впиваются в тело государственности надолго, понимаете? Поэтому слово здесь как бы, ну, оно такое немножко вызывает такую иронию, горькую, конечно, иронию. вы знаете, Александр, я с вами соглашусь, потому что, ну, конечно, с точки зрения истории, да, там 20-30 лет это, конечно, такой небольшой промежуток, но с точки зрения жизни простых людей, нас с вами, они забрали у нас эту жизнь. Ради своих квартир в Майами, да, и своих вилл в Марбелье. И мы же понимаем, что там крутятся такие деньги, что они пойдут на любые фальсификации, на любые проведения выборов. Вот мне тоже непонятен один из нарративов Кремля, скажу честно, когда говорят, вот надо, Зеленский нелегитимный, это так, с мая 24 года, надо провести выборы. Так вы же знаете, как он проведет выборы. Через электронное голосование, через это, еще и 90% получит. Тут вы действительно правы, что их от власти не отгонишь, они абсолютно плевали на общественное мнение. Все их соцопросы господина Разумкова и других псевдосоциологов все являются заказными, лживыми, потому что даже берешь данные Гугла, на каком языке гуглят украинцы, так там, извините, по 70-80% на русском языке.
И посмотрите, что украинский народ гуглит к Дню Победы, к 8 марта и так далее. Вот это объективная социология, а не социология Разумкова, которая ради сохранения своих благ лепит, простите, Горбатова. Якобы сейчас 62%, вы читали, да, украинцев готовы продолжать войну до победного конца, не поступившись ничем. Вот, поэтому Ну, это не я Разумков, сразу... это КМИС дает. И, ну, тут, как бы, я просто хочу... Все же знают политика Разумкова. Смотрите, это разные люди, просто чтобы мы, ну, напишут в комментариях, поэтому я так предваряю этот момент. Все прекрасно понимают. Институт Разумкова это не тот Разумков, да. Разумков был политтехнологом, политологом долгое время, потом работал с Зеленским, с командой, был спикером, а сейчас вроде как в оппозиции. То есть, чтобы люди просто не перепутали. А, Юрий, я, чтобы мы далеко не отскочили от темы ну, там, наемничества, да, и белорусов, аж скажите, а куда пропал этот полк Калиновского? Слушайте, так его крутили прям пару лет, несколько так активно. Смотрите, полк Калиновского, даже там какие-то вот эти, ну, то, что вы реагировали по поводу провокаций, что вот они сейчас белорусы, по тому же принципу, что РДК заходили перед Курской операцией ВСУ, типа, это вот русские, они там заходят туда, заходят сюда, ДРГ и так далее, там фотографировались. И тогда прям вот был такой период, что все ждали белорусских оппозиционеров, отряд, полк, потом прошло время, все как-то присмотрелись, резкость навели, а сколько там человек, а как они вообще, ну, то есть, полк это или не полк, ну, вот в классическом понимании этого смысла этого слова. То есть, что думаете по поводу вот этого, скажем так, тренда? Он как бы ушел, ну, все поняли, что после захода именно ВСУ регулярных частей в Курскую область, потом 9 месяцев и, собственно, откатился назад этот заход. Да. Ужасная операция с точки зрения сил, средств и так далее. Но после официального захода украинских военных на территорию России, но уже вот эти все прокси от прокси, уже вроде как мода ушла. Так а полк есть или нет? Что вы об этом знаете? Вы знаете, я очень хорошо знаю эту ситуацию, в том числе потому, что являюсь членом комиссии по помилованию при президенте Беларуси. И туда иногда пишут подобные субъекты. Но что касаемо полка, давайте сразу скажем, что полка никогда не было. Более того, не было даже никогда бригады. Это была рота. Это было 200 человек, как правило, маргинализированных граждан Беларуси, покинувших нашу страну после событий 2020 года. Все фамилии, все эти 200 человек у нас на карандаше. Мы работаем с их родственниками. Самое забавное, что даже их родственники не поддерживают их политику и позицию. И после Курской авантюры Зеленского их ряды еще чуток поредели, потому что вот все эти полки наемников, там грузин, РДК, режим Зеленского, ну и правильно делал, грамотно пускал прежде всего на передовую. Использовал в качестве такого пушечного мяса первой категории, а уже украинцев остальных использовал в качестве пушечного мяса второй категории. Поэтому вот эта рота наемников, которая у них осталась, она настолько размыта, что украинские режимы, идеологи, пропагандисты украинские решили не подсвечивать, потому что поняли, что с этой историей, как говорится, обездоленные белорусы входят на Беларуси, народ встречает их с цветами, как в 1939 году, когда воссоединялась Западная и Восточная Беларусь, то ну, с этой историей ничего не будет даже с точки зрения пропаганды, потому что все их родственники, все их друзья, они все занимают нормальную абсолютно позицию. Они все на карандаше, мы проводим через спецслужбы с ними беседы. Более того, они готовы даже и посодействовать нашим правоохранительным органам, чтобы вычислить и изловить всех этих национал-предателей. Вы понимаете, белорусы в целом, у нас же даже в гимне, да, первая строчка, мы, белорусы, мирные люди. У нас совершенно другая ментальность. То есть у нас немножко она отличается от украинцев.
Мы не то что спокойные, толерантные, мы очень вдумчивые. И я не раз говорил, приводя даже позицию националистов, вот у нас есть националист, такой уровень вашего покойного Черновола, да, Зенон Поздняк, который возглавлял Белорусский народный фронт, отроджение еще с 90-го года. И он сейчас, выступая на Западе, говорит: вы что, нельзя вводить санкции против белорусов. Это же отбивается на простом народе. А в простой народ тогда в отместку сплачивается вокруг власти. Вы наоборот должны визы давать, вовлекать в европейскую интеграцию, в том числе экономическую, белорусские предприятия. То есть у нас все как бы люди, большинство абсолютно думающие, и думают и о государстве, и об обществе. И, конечно, для нас загадка, почему в Украине не смотрят хотя бы вот этот политический класс на карту. Но простите, вы идиоты или кто? Я обращаюсь к этой банде Зеленского. Но у вас 2000 километров с Россией граница и 1000 километров с Беларусью. Но вы ж не перенесете эту территорию на какой-то Марс. Соседи нам даны от Бога. Соответственно, нам надо как-то договариваться, чтобы жить дальше, чтобы не оставить эту проблему другим поколениям. А они ничего не хотят, они абсолютно невменяемы, они даже ну, не понимают и, причины, которые привели к специальной военной операции. Они не понимают, что у вас, извините, сошлюсь снова на Алексея Арестовича, он как-то говорил: а ведь они придут за мощами, за святынями. Вы что, думаете, что мы не придем за нашей Киево-Печорской лаврой? Третий удел Богородицы в православии. Вы думаете, мы оставим украинским нацистам Почаевскую лавру? Мы думаете, мы оставим митрополита Павла и Арсения в казематах СБУ? Нет, мы придем. Поэтому сейчас очень важно договариваться, пока Россию возглавляет, простите, либерал. Они ж это не понимают. Я в России каждую неделю бываю и общаюсь с людьми. Они не понимают, что действия Путина внутри России подвергаются критике за либерализм, за его постепенное ведение вот этой войны и попытку договориться. Следующий президент не будет так вести войну, будет дальше еще больше жесткача. Поэтому как бы они ни проклинали Путина и Лукашенко, они не понимают, что это сейчас самые, простите, либералы, самые выдержанные политики с такой советской дипломатической школой. С ними можно договориться. Со следующими уже нет. Разговор будет предельно жесткий. Ну а как договориться, Юрий? Ну вот смотрите, тут же какой момент. И давайте, если объективно, да, и вы тоже упоминали этот аргумент выше. А, как это? Зов мертвых, да? Ну, тоже, вот даже был там, ну, сейчас тоже тиражируется, Дудь разговаривал с Киевстоунером, да? Понятно, там, я сейчас не беру оценивать ни Дудя, ни Киевстоунера, это не тема нашего разговора. Тем более, что там уже пропаганда украинская дала оценку, говорит, рашист на Дудя. Это, конечно, смех только. Ну, в общем, понятно. Это вот, знаете, такие перекосы, да, гримасничание, перекосы. То есть, если Дудь рашист, простите, а Фейгин кто? Ну, вот, например, да, или там какой-нибудь там Каспаров или кто-нибудь еще. Ну, не в этом вопрос. И там вот возникла такая тема, что а как это взять все там, пойти на условия России, да, вот это сколько людей положили, ну, то есть это уже невозможно для народа. И Россия не уступает ничего. Сейчас вот это придумали, это я согласен, это откровенная история по затягиванию. Ну, то есть всех вогнали в одну колею, то есть позиция украинской власти, тут, которая в Киеве сейчас, да, надо через силу, надо санкции, надо больше оружия, надо вот, чтобы им тоже было больно, и вот тогда они понимают силу, и они ведут эту линию. И Трампа периодически вот пытаются туда макнуть. Визит в Лондоне – это классический пример того, вот, что происходит в геополитике и как пытаются руководители государства, ну вот в эту, так сказать, колею встроить. Но суть-то в другом. Смотрите, если мы поговорим не об элитах, а о народе,
Многие пишут в комментариях и правильно делают, потому что они высказывают свою позицию. Здесь я призываю всех писать, и россиян, и белорусов, и украинцев, и за рубежом, и внутри этих стран, потому что это очень важно. Они пишут, что, ну так а как? Получается, что вот эти все смерти, вот это все, это было зря? Получается, из Украины хотят слепить вторую Беларусь? Ну, условно. Ввели в законодательство. Опять-таки, это все очень спорно, потому что, ну, не хочу просто вдаваться в это. Легитимность, там, законность, власти. Ну, ввели же, Зеленский подписал закон, что это типа война за независимость. На законодательном уровне Украины он ввел эту формулировку. Плюс ввел формулировку «рашизм». Да? Плюс там еще там пропаганда и так далее, по закону. И возникает же вопрос, то есть кто ты, украинец, да, там в каждого коснулась эта война, у кого-то дом разбило, у кого-то родной не вернулся, и получается это все сдать и идти дружить с россиянами, например, да, но белорусы тут в стороне, мы обсудили выше. То есть как заканчивать? Все, конечно, это все хорошо звучит, да, когда вот есть люди, которые предлагают, а давайте объединимся, россияне, белорусы, украинцы, все равно у нас там общее будущее. Но по сути эта война оттолкнула это будущее общее на неопределенное количество времени. Теперь украинец и россиянин, они очень долго будут врагами, потому что, ну, на таком бытовом уровне, да, потому что, извините, россияне тоже, там есть и без ручек, без ножек после вот этой их по названию СВО. В Украине понятно, сколько горя и страданий. То есть это непреодолимым кажется. И пишут люди, что ну теперь уже никогда Украина не будет ни в какой вот этой орбите, о которой многие говорили. Что вы думаете на этот счет? Я начну издалека. Со времен, наверное, обратимся к времени Великой Отечественной войны. Сколько миллионов, десятков мы потеряли, сколько погибло в концлагерях. В одной Беларуси было спалена практически вся страна, тысячи и тысячи деревней. Кстати, многие деревни были сожжены при помощи литовских и украинских батальонов. Но вы не найдете ни одну деревню в Украине, которую сожгли при помощи белорусских полицаев. Это так, к Это слову. правда, да. Ну, Да, то есть просто объективно, да. исторический факт. Но смотрите, прошло буквально 20-30 лет, и мы забыли, мы это советский народ, забыли то горе, которое принес нам нацистский режим. Ну, в данном случае режим Зеленского принес очень большое горе. Ну, кто-то скажет и режим Путина. Но про режим забыли, и мы даже, помните, поклонялись всему немецкому. Каждый мечтал немецкую машину привезти. Вот. Все мы говорили, как же там чисто, какой там порядок, какие-то универсальные и прекрасные люди. Поэтому можно привести ближе сюда, вот ретроспективно, подходя к 2000-м, к 90-м, 2000-м, война в Чечне. Такая же кровавая, такая же трагичная. Я беру, если жертвы мы соотнесем к общему числу населения коренного. Да? В том случае Чеченской Республики. Примерно такое же или даже меньшее количество жертв, если в процентном отношении к всему этносу. Но, тем не менее, сейчас чеченский народ плечо к плечу борется с русским народом против вот этой человека-ненавистнической идеологии. То есть, первый вывод. Это все проходимо. Было бы желание. И просто вот этот человека-ненавистнический телемарафон заменить думающими политическими программами, да, позитивными, сеющими какое-то добро, аналитику, ток-шоу проводить, где мы бы обсудили все эти болезненные вопросы, по крайней мере, начали договариваться. Следующий вопрос – это политика. Политический класс, то есть Украину должны, с моей точки зрения, возглавить люди, которые понимают необходимость, по крайней мере, добрососедства, если не объединения на каком-то уровне. И вот четвертый момент,
четвертый момент, да, то есть, ну, в Украине должна, русским языком расскажу вам, должна быть лояльная Беларуси и России власть. Это не значит, что это должен быть вассал, как сейчас, да, но это должны быть люди, которые независимость и суверенитет, и укрепление суверенитета Украины не ставят зависимость от борьбы с Российской Федерацией или Беларусью. Настоящие патриоты Украины, настоящие, которые понимают, как надо выстраивать государственную политику. И вот следующий момент, очень важный. Вот смотрите, ведь всю эту ситуацию, к этой всей ситуации мы с вами пришли, вы в большей, к сожалению, степени, мы в меньшей, но поверьте, также больно наблюдать издалека все эти жертвы разрушения с обеих сторон, с обеих сторон. И все эти наши русские лица, пусть даже с символикой Азова, лежащие в гробах. Это очень больно наблюдать. Наши русские светлые лица, которые хоронят по обе стороны этого конфликта. Так вот, к этому всему привели вот эти негодяи, активисты, которые взяли на себя право, общественные активисты, НКО, да, которые взяли на себя право говорить от всего народа, которые монополизировали это право. И у нас такая ситуация была в 2020 году, когда 100 тысяч человек попытались сделать мятеж, перевернуть страну от имени миллионов. И когда мы сделали невыносимые условия для их существования, а, к сожалению, не сможем мы сделать такое идеальное общество, где всем будет комфортно, когда они покинули страну, когда мы зачистили информационное поле от них, вы не представляете, как стало легко жить. Даже заходить в социальные сети. Ведь раньше заходишь в социальные сети и все, вот все оскорбляли. Вот дерево посадят. Разве это дерево? Вот в Праге дерево, в Варшаве дерево. Скамейку покрасят. Вы смотрите, какая краска уже лощится. То есть, вы понимаете, вот этот хейт на 10-20 лет, хейт, воспитывая соответствующее поколение. Поэтому четвертый момент. Вот все эти структуры, западенцы, вот эти все, вся эта, так сказать, простите, львовская диаспора, мы внимательно наблюдаем, может, не сильно знаем в подробностях, но видим, кто закоперщик войны. Вот эти все кибер их войска, когда мы заходим в социальные сети, мы думаем, что все украинцы против там, значит, россиян, белорусов. А ведь это их кибервойска, в которых от 20 до 30 тысяч ботов, которые получают каждый день задания от Банковой. Вот эту всю, если публику зачистить, сделать невыносимые условия пребывания в Украине, тогда мы можем выйти на нормальное, на попытку нормального восстановления всех отношений. Но пока эти люди будут вот так загаживать информационный эфир, призывать к ненависти внутри страны, организовывать мовные патрули, доносить на сестру, которая слушает русскую музыку, да, как они в мультипликационных каналах, да, советуют, покоя не будет. Не будет и будет вечная война. Но и отвечая на вопрос, а кто это может сделать? Вы знаете, я слушал на днях ваш эфир с господином Мураевым. Очень умный человек. Вообще у вас, Александр, очень умные спикеры. И вы такой темп ведете. Нам со стороны так интересно смотреть. Вам спасибо большое, вам и вашим спикерам. Вот прям просто мы черпаем информацию очень глубокую из ваших эфиров. Так вот, господин Мураев говорил, в данных условиях власть могут взять украинские военные. Только если украинские военные повернут оружие против инородцев, которые сидят на Банковой сейчас, ну, правда, с украинскими паспортами, да, правда, имея по 6 объектов недвижимости во Флориде. Это только одного, которого поймали. Вот, значит, только тогда мы можем увидеть свет в конце туннеля. Так вот, 3 года назад я также, выступая в белорусских ток-шоу, обращался к украинским военным. Ребята, смотрите, что происходит.
Русские убивают русских. Ну, Смотрите, тут, хорошо, славяне, славяне. тут Возьми, очень, да, очень такой пока вы тонкий. гибнете, пока вы гибнете, Умеровы, Алаяны, Арахами, Шуфричи и Зеленские набивают карманы. Ну, Шуфрич не Па- набивает карманы, он в тюрьме. Ой, Его простите, не уже Шуфрич, а этот Миндич. Вот, Миндич, Миндич, да, извиняюсь перед... Шуфрич, да. Шуфрич политзаключенный, да, о котором мы знаем и требуем его выпуска, так же, как и 7 тысяч других людей. Пока вы гибнете, они набивают карманы. И они же уедут потом. И это никакая не кремлевская пропаганда. Ну куда уезжает человек? Там, где у него виллы, где у него дети, где у него жены. У них все они там, не в Украине. Поэтому пока не поздно, поверните оружие против этих преступников. Я извиняюсь, но это мое мнение, но Ну, я это, имею на смотрите, него право. Я смотрите, согласен, солидарен с Мураевым. это достаточно очень, тоже очень спорный тезис. В каком плане? Потому что, простите, как ни крути. Ну, это не то, что там позиция, да, это контраргумент. Вот эту всю бодягу замутили политики. А получается, расхлебывать должны украинские военные путем предательства своего герба, флага, родины и родной земли, к чему, собственно, вы, солидаризируясь с вот этим мнением, Мураева и призываете. А это нечестно. Потому что, как ни крути, понятно, первопричины скотские, ну, такие ужасающие, то, о чем вы говорили выше. Но человек, гражданин, он прежде всего воин, да, так случилось. Да, вчера запакованный, запусифицированный, да, которого там... Это ужас, что происходит. Но, тем не менее, действующего военного призывать изменить присяги, ну, то есть, это тоже очень, очень такая, знаете, нехорошая история, потому что можно сказать, ну, это же всегда зеркало. Вот пропаганда – это всегда зеркало. И можно точно так же про белорусов сказать, например, да. Ну вот вы 2 раза вспомнили Арестовича. А сняли там уголовное дело против Арестовича? Нет. В Беларуси. И не снимут. Понимаете? И поэтому тут вот рассуждать вот это все, там, вот, мы тут, подождите, давайте как бы, каждый должен начинать с себя, это правильно. Но подставлять людей, которые рискуют жизнью, кладут головы в тяжелейшей войне, причем в которой, вот именно я беру сейчас на поле боя, противостоянии, вот и русские признают, что, извините, украинцы не лыком шиты, и украинцы говорят, что мы там их там обзываем, пропаганда, там все такое, но они тоже как бы машина. И вот эту тяжелую историю должны разрешать лидеры, политики, люди, которые к этому привели, люди, которые там, которые подвинут тех людей, которые к этому привели. То есть в конечном итоге вот этот рецепт окончания войны, это тоже ведь какая-то такая страшная история. В чем страшная? Что решать будет, как это, все равно пострадают люди, народ, обычные люди, которые там вынужденно стали военными, которые там сейчас в посадке в лесу этом серебрянском, которые там, тела которых 1000 человек вот привезли в рефрижераторе, понимаете? И, ну, то есть, когда там давайте накажем, ну так значит надо политическими методами это все заканчивать. Об этом, собственно, и Лукашенко тоже говорит. Надо садиться, брать и договариваться. Поэтому тут очень спорный момент. Я не говорю, что там, не пытаюсь вас переубедить или кого-то. Я просто говорю, что есть очень тонкие и тяжелые вещи. Я в завершении хотел, чтобы вы 2 слова сказали, ну да немножко так разрядить эту атмосферу. Действительно, это очень тяжело и больно смотреть, как русские лица в гробах. В разных, с разными татуировками, с разными, скажем так, шевронами и так далее. Слушайте, Юрий, скажите пару слов о Тихановском. Слушайте, он мой любимчик. Я прям, если попадается где-то, я всегда с удовольствием смотрю. Его мероприятия и в Америке, его удары по лукашизму, на которые люди скидываются, там, 1000 евро сбросились, там, 2000 евро. То есть, представляете, это же прям находка. Ну, мне кажется, что, помните, Лукашенко когда-то говорил, что вот я скоро там уйду, ну, то есть я не вечен, элиты, госуправление. Слушайте, да Тихановский потрясающий парень. Мы, украинцы, в свое время тоже проголосовали за классного парня, ну, который смеялся, политически юмор продвигал, там, сатира, все дела, «Квартал 95». Я думаю, что выпустив Тихановского,
Ну, выпустили прям фигуру, глыбу, на которого без улыбки не взглянешь. А, Что действительно спецоперация была, чтобы выпустить и разбить, собственно, стан врага, политического имеется в виду, политической оппозиции в Беларуси, и как бы дать ему микрофон, волю, и говорят, что это прям была ваша идея. Ну, да, на прошлой неделе президент на совещании выступая, да, поблагодарил меня за это предложение. Я действительно первый, кто предложил его выпустить. Правда, предложил его выпустить в конце 2020 года, написав соответствующую записку президенту. Но дело в том, что тогда, наверное, действительно было еще рано его выпускать, потому что еще белорусы не отошли от вот этого шока 2020 года. Э, а вот сейчас, когда там практически все дискредитировано, нивелировано, когда они погрязли в дрязгах, коррупции, в воровстве, в обвинении друг друга в работе на спецслужбы, вот как раз вот этот персонаж и его выпуск, на что пошел президент, стало таким кульминационным моментом, после, наверное, которого белорусская оппозиция никогда уже не возродится и не получит никакого, в том виде, в котором они сейчас, никакого доверия белорусского народа. Но дело в том, что мы продолжаем же выпускать и нацелены на выпуск всех так называемых политических заключенных, И потому что, Бабарика? конечно, но, понимаете, вот здесь какая игра. Американцы хотели бы, чтобы эти все люди остались здесь. Ну, чтобы они впоследствии привели к тому, до чего довели вот эти общественные активисты, да, Украину. Но мы их переиграли. Мы им сказали, так а мы предлагаем сделку забрать их туда. И получается, американцы теперь выступают такими же политическими циниками, как и мы. То есть получается, когда нам говорят, вот это ж политический цинизм, вы выслали людей, так мы ж никого не высылали, нет никаких документов о высылке. Американцы забрали в их бус и увезли. И вот пусть эти мирные, чистые люди со светлыми лицами, как нам их представляла пропаганда через соросовские НКО в Беларуси, да, значит, пусть они живут там, пока временно в Литве, в Латвии, в Польше. Многие из них сейчас совершают соответствующие преступления, грабежи, насилие. И мы видим какие-то чистые светлые лица. Остальные погрязли в дрязгах, касаемых выделяемых средств. И в этом плане господин Тихановский это самый, так сказать, бриллиант в нашей вот пропагандистской короне, потому что любой нормальный человек, послушав его, не, ребят, лучше вот наши, как они, знаете, говорят, вот эти дедушки, да, в Беларуси, в Кремле, ну, знаете, мы вот уже молодежь насмотрелись, пусть лучше уж дедушки, пусть лучше, простите, был бы дедушка, не знаю, там, Ющенко или Порошенко, эти и то не умудрялись дойти до войны с Россией. И прекрасно торговали и с Россией, и с Беларусью. Я напомню, что, допустим, за время Порошенко рекордно выросли капитализации дочек российских банков. То есть он-то говорил ахинею, чушь, но, видно, сам понимал, что это чушь, потому что экономически, наоборот, шло укрепление и наращивание товарооборота, как с Россией, так и с Беларусью. И, может быть, рано или поздно украинцам бы надоела эта чушь. Но мы выбрали вот таких веселых, молодых, значит, и маемо, что маемо, как говорят в Украине. Так вот, лучше на этих веселых и молодых смотреть издалека. Смотреть и смеяться, а не смотреть и горевать. Поэтому никогда их больше к власти подпускать нельзя. Ну, это если мы их от власти отгоним. В чем я очень-очень глубоко сомневаюсь. И снова вспоминаю совет Мураева. Да, Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Благодарю вас за время и мысли. Спасибо. Друзья, напишите, что думаете в комментариях. Как вам взгляд из Беларуси? Интересно будет почитать. Пишите, что понравилось, что не понравилось. И не забудьте поставить лайк. Подпишитесь, если не подписаны. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света.